Доктор Кострик. Кто не подписался на канал Доктор Кострик, подписывайтесь. На канале много полезной информации. Ставьте лайки, это лучшая награда за наш труд. Чтобы не пропустить выход новых видео, жмите на колокольчик. Печень является особенно важным органом в организме человека, отвечает за ряд функций: дезинтоксикационную, метаболическую, фильтрацию и хранение. Она очищает и фильтрует кровь от токсических веществ, участвует в процессе обмена веществ, а также выполняет иммунные функции. Итак, как узнать, что ваша печень не работает должным образом? Каковы симптомы больной печени? Давайте поговорим об этом. Печень является самым большим органом нашего тела, оплетенным сетью кровеносных сосудов и обладающим способностью к регенерации, то есть восстановлению. Однако мы часто забываем об этом и злоупотребляем алкоголем или придерживаемся нездорового питания, которое нагружает печень до такой степени, что она с годами разрушается. Симптомы заболевания печени легко не заметить, так как печень не имеет сенсорных рецепторов и не болит. Боль в правой половине живота под ребрами является признаком растяжения или раздражения серозной оболочки или связана с давлением, вызванным увеличением печени. Однако часто мы связываем боль в животе в этой области с другими недугами, из-за чего слишком поздно обращаемся к доктору и слишком поздно начинаем лечение. Повреждение печени может прогрессировать с годами, что оказывает разрушительное воздействие на наше здоровье, самочувствие и внешний вид. Поэтому разумно позаботиться о здоровье печени. На канале Доктор Кострик вы можете посмотреть видео о некоторых заболеваниях печени более детально, но стоит помнить, что многие заболевания печени протекают бессимптомно, а некоторые люди не испытывают специфических симптомов даже на запущенной стадии заболевания. Диагностика проблем с печенью также затруднена тем фактом, что даже если симптомы присутствуют, они настолько неспецифичны, что могут свидетельствовать и о других заболеваниях. Поэтому, с одной стороны, они могут недооцениваться больным, а с другой стороны, даже после обращения к специалисту для выявления их причин может потребоваться углубленная медицинская диагностика. При заболеваниях печени, среди прочего, можно наблюдать боль в животе. Так как печень не болит, мы можем ощущать любые болевые симптомы из-за давления на соседние органы печени. Расположенным, очень распространенным симптомом заболевания печени является боль внизу живота, а также спазмы в этой области и чувство распирания и отечности. Изменение цвета мочи – первый симптом, который должен вас насторожить. Это изменение цвета мочи с соломенно-желтого, полупрозрачного на темный или даже кровянистый. Это тот случай, когда в крови наблюдается избыток билирубина, что говорит о том, что печень работает неправильно. Отек. На заболевание печени указывает ощущение отека на лице, руках, ногах и лодыжках. Это состояние возникает особенно утром после пробуждения, но также может быть даже болезненным в течение дня, препятствуя нормальному функционированию. Характерным признаком заболеваний печени являются хроническая усталость и выраженное ухудшение самочувствия. Когда эти симптомы сохраняются в течение длительного времени, это должно побудить вас обратиться к доктору. Стоит сдать анализы, чтобы проверить состояние своей печени. Заболевание печени также проявляется во внешнем виде нашей кожи. Заболевания, связанные с этим органом, поражают весь организм и могут проявляться кожными изменениями. Например, нарушение пигментации кожи, обесцвечивание, повышенная чувствительность кожи к прикосновениям и склонность к синякам и кровоподтекам, пожелтение кожи и белков глаз также, желтуха, кожный зуд, желтые уплотнения – это мягкие подкожные холестериновые отложения желтого или
слегка оранжевого цвета, сосудистые звездочки, чаще всего расположенные на шее, плечах и груди. Ладонная эритема – это покраснение ладони, а также симптом головы медузы, характерное расширение вен вокруг пупка. Выпадение волос, особенно в интимной зоне, как у женщин, так и у мужчин. Кожа, напоминающая банкноту, так называемая банкнотная кожа – это грубая, морщинистая кожа. В течение заболевания печени также присутствуют общие симптомы, влияющие на самочувствие и аппетит. Люди с некоторыми хроническими заболеваниями, которые являются факторами риска нарушения обмена вещества и функционирования желчевыводящих путей, также более склонны к развитию заболеваний печени. Вероятность нарушения функции печени проявляется следующими симптомами, в том числе потеря аппетита, тошнота, потеря веса, гинекомастия – это появление вторичных женских половых признаков у мужчин, это увеличение грудных желез. Гипогонадизм – это заболевание приводит к недоразвитию внутренних и наружных половых органов, вторичных половых признаков. Асцит – наличие жидкости в брюшной полости. Увеличение слезенки, ожирение, гипертония, то есть повышение артериального давления, сахарный диабет второго типа и метаболический синдром. Гиперлипидемия, то есть аномально повышенный уровень липидов или липопротеинов в крови человека. Кровавый понос, метеоризм, вздутие живота. О нем мы поговорим в следующем видео. Кровотечение в пищеводе или желудке. При некоторых болезненных состояниях, особенно при острых поражениях печени и желчевыводящих путей, выделяют определенные группы характерных симптомов. Здесь стоит отметить, что более сильные боли в животе, то есть печеночная колика, лихорадка или озноб обычно возникают при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей. Воспаление печени или стеатоз в большинстве случаев являются бессимптомными состояниями, хотя иногда появляются дополнительные симптомы. Примеры симптомов, связанных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей, включают острый холангит. При этом состоянии возникает триада Шарко, то есть комплекс из 3 симптомов. Это желтуха, желчная или печеночная колика и лихорадка с сопутствующим ознобом. Пациент также может испытать шок и спутанность сознания. Острый холецистит проявляется сильными болями в животе, в правом подреберье, рвотой, лихорадкой, ознобом. Симптомы сохраняются более 6 часов. Острый вирусный гепатит. У людей с острым гепатитом отмечается легкая утомляемость, а также боли в суставах и мышцах, сменяющиеся желтухой. Хронический гепатит В и С. При этом заболеваний малосимптомная клиника, достаточно типичны утомляемость, плохое настроение, ощущение боли или давящего ощущения в области правого подреберья. Довольно редко хронический гепатит может сопровождаться желтухой. Неалкогольная жировая болезнь печени. Заболевание может сопровождаться чувством дискомфорта в области правого подреберья, а жировая болезнь печени может быть обнаружена с помощью УЗИ. При неалкогольном стеатогепатите отмечаются также общие симптомы, включающие слабость и утомляемость, а также пальпаторно увеличенные размеры печени или селезенки. Гепатоцеллюлярная карцинома проявляется болью в животе, чувством переполнения живота, лихорадкой, желтухой, отеками ног, потерей аппетита, желудочно-кишечным кровотечением и постепенным истощением. Цирроз печени – заболевание со сложной клинической картиной, так как развивается бессимптомно, но с течением времени у больных постепенно появляются различные недомогания, в том числе слабость, утомляемость, похудение, асцит, кожные симптомы, изменения оволосения, а также такими симптомами со стороны
пищеварительной системы, как отсутствие аппетита, тошнота и так далее. Если вы заметили симптомы, указывающие на плохую работу печени, вы должны обратиться к доктору. Конечно, из-за того, что симптомы часто очень общие, необходимо будет провести обследование, и диагностика окажется непростой. Она состоит из истории болезней, пальпаций, а также лабораторных и визуализационных исследований. Некоторые заболевания печени могут быть вызваны инфекцией, например, гепатитом, который распространяется различными путями, включая кровь и половые контакты. Другие являются результатом проблем с оттоком желчи, злоупотреблением алкоголем и другими заболеваниями. Поэтому важно учитывать эту информацию при разговоре с доктором. Лабораторные тесты облегчают оценку состояния печени. Основной являются печеночные пробы. Это аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, билирубин, концентрация альбумина и так далее. При подозрении на гепатит могут быть выполнены анализы на ХБС или антиген к вирусному гепатиту С. Для подтверждения или исключения изменений паренхимы печени проводят УЗИ печени. Также в случае неспецифических симптомов со стороны пищеварительной системы или других симптомов, например, кожных, специалист может назначить УЗИ брюшной полости. При диагностике заболеваний печени или при мониторинге заболеваний также проводятся другие тесты, в том числе биопсия, эластография печени или фибросканирование. Данная методика показывала хорошие результаты при оценивании степени фиброза. Это заболевание, для которого характерно разрастание или уплотнение соединительной ткани. В процессе лечения заболеваний печени применяют различные фармакологические методы лечения, при этом уравновешивают метаболические нарушения, учитывают осложнения заболевания, осуществляют соответствующую диету. Симптоматическое лечение и отдых могут иметь важное значение в лечении заболеваний печени. Корень одуванчика, который можно купить в виде сушеного чая, положительно влияет на работу печени. Также рекомендуется травяной сбор для печени. Если вы хотите поддержать работу своей печени, попробуйте натуральные добавки, такие как эликсир артишока или эликсир куркумы. Вы также можете приобрести траву артишока, из которой можно приготовить обычный чай, который можно пить профилактически хоть каждый день. При необходимости также проводится пересадка печени. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, не игнорируйте симптомы заболеваний и вовремя обращайтесь к доктору. До новых встреч!